Развязавшаяся война между эльфами и гномами в Средиземье развернулась на севере. Армия гномов, Железных холмов и Эребора гонит прочь эльфов и Младрис, разбивая одну армию за другой. Эльфы отступают, но в один момент лидер армии Младрис решает встать в оборону. Эльфы, истощенные постоянным отступлением, и уже готовы дать отпор гномьей армии. Военачальник гномов с армией численностью 10 тысяч нагоняет эльфов у выжженной земли Ангмара и готовится начать свое наступление на эльфийские позиции. Армия Имладрис с численностью в 6 тысяч встает между скал и, пользуясь рельефной местностью, укрепляется и занимает оборонительные позиции. Друзья, 90% из вас смотрят ролики, что я делаю для вас, без подписки. Подпишись, я тебя не разочарую. Среди эльфийской армии были как клинки Нолдор, так и пикинеры Имладрис, лучники Нолдор и Ривендел, кавалерия как ближнего боя, так и стрелковая, в лице конных лучников Нолдор, а также скорпионы. Армию гномов составляли огромное количество всевозможных подразделений, от топорников Эребора и мечников Железных холмов до лучников Красных гор и гвардии Барук с молотобойцами Дайна. Гномы стремительно шли к рубежу обороны эльфов. Лидер Имладрис отдал приказ всем стрелковым подразделениям не давать залп без команды. Эльфы затаили дыхание, видя впервые в своей жизни тех, кто мог им противостоять на равных, да еще и в таких количествах. Воины Имладрис готовились к смерти, однако, несмотря на это, боевой дух был тех на высоте. Слишком долго они бежали от боя, настало время принять сражение и положить конец войне. Командующий гномов не спешил с нападением, видя то, как стрелковые подразделения эльфов не ведут обстрел со своих позиций. Командующий гномьей армией готовил формацию, располагая своих воинов прямо напротив эльфийской армии. Когда время пришло и армия гномов скопилась у подножия холма, лидер эльфов, отринув мысли об обороне, дал добро лучникам и скорпионам на залп и выдвинул всю свою пехоту и ударную кавалерию Нолдор прямиком на 10-тысячную армию гномов. Гномы тоже не медлили, и как только снаряды скорпионов обрушились, тут же гномы все как один бросились в бой. От натиска кавалерии и клинков Нолдор полегло немало воинов-гномов. Лидер эльфийской армии после удара и завязшегося боя немедленно выводит из резерва пики и Младрис, чтобы продолжить выдавливать позиции гномов за холм. Спустя время копейщики Дайна, быстро выстроившись в фалангу, принялись теснить всадников и вынудили лидера эльфийского отдать приказ на отступление кавалерийским подразделениям Имладрис. Клинки Нолдор продолжили свое сражение и успешно на равных давали отпор всевозможным подразделениям неприятеля. Лидер гномов в ответ на ввод в бой пик Имладрис также вводит в бой отряды алебар, чтобы на равных дать бой эльфийским фалангам. Лучники с обеих сторон заливали что есть боезапасу как по ведущим свое сражение пехотинцам, так и по друг другу. Оказалось, что среди гномов не было подразделений арбалетчиков, а были всего лишь лучники и метатели топоров, и те и другие не могли на равных вести свою перестрелку с лучниками Нолдор и Ривендела. Эльфийские стрелки истребляли залпами на опережение один отряд за другим, не давая гномьим подразделениям даже натянуть тетиву, а вот пехота Нолдор, что была менее многочисленной и вела свой бой, вот-вот должна была пасть от ударов секир и молот гномов.
Спустя 10 минут гномий военачальник, наблюдая за большими потерями с обеих сторон в этой кровавой бойне, решает ударить в тыл эльфийской армии, выводит из резерва все подразделения Эребора и бросает их по оба фланга. Гномы должны были обойти скалы и вдарить по незащищенным позициям эльфов. Маневр гномов не был незамечен. Военачальник Младрис приказывает легкой пехоте Ривенделла, что была в резерве, уйти в тыл и встретить готовящихся к нападению гномов. Воины Ривенделла имели при себе как лук, так и двуручное оружие. Умениями своими ближнего боя не сильно уступали клинкам Нолдор. Пехоте Ривенделла и выжившим после начала боя всадникам Нолдор удается перехватить надвигающихся с флангов топорников Эребора. Тем временем клинки Нолдора и пики Младрис, что сдерживали тысячи гномов в центре, пали. Лишь тем, кто удается выжить, отступают прочь из боя. Лидер эльфийской армии во главе с конными лучниками, что бесперерывно вели свой обстрел по гномам, решает прекратить залпы и со всей кавалерии лучников, взявшись за клинки, нападает на движущихся к позициям командования гномом. Как оказалось, многие из гномов после изнурительного боя с пехотой эльфа выдохлись и утратили свои силы. Только окончив свой бой, лидер гномов их сразу же погнал наверх, к последней точке обороны Младрис, не обезопасив своих воинов от возможного натиска кавалерии. Гномы, что из последних сил рвались на холм, встретили ужасающий удар от кавалерийского натиска конных лучников Нолдор. Отсутствие кавалерийской ланцы никак не сказалось на умениях ближнего боя всадников. Эльфы смяли позиции гномов, но тем не менее гномы не отступили. Командующие гномов вводят в бой уцелевших после боя с пиками Младриса алебарды. Однако даже с их усилиями не удается вытеснить всадников и вернуть тех в бегство. Спустя десятки минут кровопролития последних выживших из числа воинов обеих сторон, лидеры Младрис получают донесение из тыла, что кавалерийские подразделения совместно с пехотой Ривенделла вытеснили топорников Эребора и разбили тех на одном из флангов. На другом же бой продолжается. Лидер Имладрис немедленно отправляет встречное донесение до уцелевших воинов, чтобы те после победы над топорниками Эребора немедленно обошли скалы и зашли в тыл, так как кавалерия Нолдор без поддержки пехоты вот-вот падет. Когда эльфы Ривенделла, еле живые и изнеможенные длительным боем наконец зашли в тыл, гномы тем не оставили и шанса на нападение в спину, так как командующий гнома, видя возможный сокрушительный удар в тыл, все же решился отвести свою пехоту и отступить.
Эльфы победили, но утратили всю свою армию. Выжило не больше 400 пехотинцев Ривендела и около 200 всадников Нолдор. Гномы же утратили значительную часть своей армии и отступили за холмистые горы, оставив нападки на северо-западные владения Нолдор. Тем, кто досмотрел ролик до конца, огромное спасибо. Это очень важно, и благодарю вас всех за вашу активность в виде лайка и комментария.